Представьте город, где есть кинотеатры и школы, но нет людей. Где в квартирах остались игрушки, а на плацу ветер гоняет сухую траву. Это остров, которого не было на гражданских картах Советского Союза. Здесь, посреди Аральского моря, ковали оружие, способное уничтожить человечество быстрее, чем ядерная бомба. В 1971 году здесь произошла утечка, о которой молчали 30 лет. А в 1988 году сюда в спешке везли сотни тонн смертоносного груза, чтобы спрятать его от глаз Запада. Это Аральск-7 или Кантубек. Советский обитель зла, ставший реальностью. В 1948 году этот остров закрыли для рыбаков и охотников. Он стал объектом высшей категории секретности — полигоном Бархан. Для ученых и военных здесь построили город-мечту — Кантубек. 1500 жителей. Магазины, где всегда была дефицитная еда, которой не видели в Москве. Уютные квартиры, дом офицеров, школа, парки. Казалось бы, обычный военный городок. Но была одна деталь, которая выдавала страшную суть этого места. В городе не было кладбища. Если кто-то умирал, тело не хоронили. Его отправляли на Большую Землю в цинковом гробу или сжигали в крематории лабораторного комплекса. Потому что даже мертвое тело здесь могло быть биологическим оружием. Зачем СССР выбрал этот остров? Из-за климата. Жара под 60 градусов летом и постоянные ветра. Идеальные условия. Если бактерия вырвется на свободу, солнце и жара должны были ее убить. Они испытывали оружие методом открытого неба. На юге острова, в 20 километрах от города, стояли столбы. К ним привязывали обезьян, которых сотнями завозили из Африки. Над ними пролетал самолет и распылял невидимое облако. Чума, тулеремия и, конечно, сибирская язва. Они создали штамм «Антракс 836». Боевая сибирская язва, устойчивая к антибиотикам. Идеальный убийца. Ученые были уверены, что контролируют смерть. Они ошибались. 30 июля 1971 года. На полигоне испытывают новейшую рецептуру боевой оспы. Метеорологи дали добро. Ветер дует в пустыню. Но природа на острове коварна. Ветер внезапно сменил направление. Облако вируса пошло в море. В 15 километрах от острова проходило научно-исследовательское судно «Лев Берг». Лаборантка на палубе просто вышла взять пробы воды. Ей хватило нескольких вдохов. Она вернулась домой, в город Аральск, и привезла с собой смерть. Когда врачи поняли, что это оспа, которую в СССР давно победили, началась паника. Москву подняли по тревоге. Город Аральск оцепили войска КГБ. Поездам запретили останавливаться. Вспышку задавили жесточайшим карантином. 3 погибших, десятки зараженных. Но мир об этом так и не узнал. Андропов приказал уничтожить все отчеты. Конец 80-х. Запад давит на Горбачева. Разведка США знает, что СССР производит сибирскую язву в промышленных масштабах на заводе в Свердловске. Нужно было срочно избавиться от улик. Сотни тонн боевых спор смешали с хворкой, погрузили в бочки и поездом отправили через всю страну. Конечная станция — Аральск. На острове экскаваторы вырыли гигантские ямы. Бочки свалили туда и засыпали песком. Военные думали, что хворка убьет бактерии. Но споры сибирской язвы могут жить в почве сотни лет. Они просто законсервировали смерть. Есть жуткое совпадение. Именно в тот май 1988 года, когда шло это захоронение, в степях Казахстана за 1 час погибло 50 тысяч сайгаков. Они просто падали и умирали. Официально — инфекция. Неофициально — ветер с полигона. 1992 год. Союз распался. Приказ — эвакуация. Это было бегство. Люди бросали квартиры с мебелью, телевизорами и книгами. В лабораториях оставили секретные документы и оборудование. Город опустел за 1 день.
Но свято место пусто не бывает. На остров пошли мародеры. Они срезали трубы, выкапывали кабели, забирали моторы. Они не знали, что вместе с металлом везут домой невидимые споры. В 2002 году американцы выделили $6 миллионов. Экспедиция Брайана Хейса высадилась на острове в костюмах химзащиты. Они нашли те самые могильники 1988 года. Споры были живы. Американцы залили их мощнейшим ядом и сожгли. Но можно ли очистить весь остров? Сегодня Аральска-7 больше нет. Но самое страшное случилось не с городом, а с морем. Арал высох. Остров Возрождения перестал быть островом. Теперь это часть пустыни. Сухопутный мост соединил полигон с материком. Теперь любой грызун, любая лиса или сайгак могут зайти на территорию бывшего полигона, подхватить на шерсть зараженную пыль и принести ее к людям. Город мертв. Но то, что в его земле, все еще ждет.